Здравствуйте, друзья! Это канал «Пластмассовый енот». Канал ОТП и не только. Сегодня мы поделимся опытом, как мы разгружаем термопласт-автоматы из морского контейнера. Это ролик не о том, как делать правильно, просто мы делимся опытом о том, как это делаем мы. На примере двух контейнеров мы покажем разгрузку термопласт-автоматов. В одном контейнере стоит 4 небольших термопласт-автомата, а в другом контейнере стоит 2 термопласт-автомата крупных весом около 9 тонн. Они закреплены по-разному, и вес у них разный, поэтому мелкие термопласт-автоматы мы можем поднять кранбалкой и опустить их на пол. А большие термопласт-автоматы мы можем тащить только по полу, поэтому методика их разгрузки она отличается. И сейчас мы покажем, что у нас есть на складе, что мы используем для разгрузки термопласт-автоматов. Для разгрузки перемещения мы используем цепи различного формата, одинарные, двойные, паук цепной, ролики, трубы для роликов, ролики металлические с металлическими колесами и с полиуретановыми колесами для ровных полов, для того, чтобы их не испортить. А металлические для чего? Металлические в основном для тяжелых станков, потому что полиуретановые колеса, они как-никак все равно проминаются, и катится станок менее легко. И домкрат с нижним подхватом. Домкрат с нижним подхватом, 10-тонный, оптимальный вариант при использовании как для перемещения и выполнения манипуляций с маленькими станками и с большими станками весом более 20-30 тонн. Еще у нас есть кранбалка. Да, какая ее грузоподъемность? Грузоподъемность 5 тонн. Это, в принципе, основной инструмент при погрузочно-разгрузочных работах. И лебедка. Лебедка электрическая, да, она? Да, электрическая лебедка, трехфазная, советского образца. Это используется в основном для разгрузки контейнеров, для работы с крупногабаритными и тяжелым оборудованием. Также используем металлические листы большие, толщиной 10 мм, длиной 7,5 метров, для того, чтобы вытаскивать станки. И листы двойка, необходимые нам для сравнивания поверхности в процессе перемещения как больших, так и маленьких станков, чтобы ролики ровные шли. Или если, допустим, в машине плохие полы, мы подстеливаем данные листы, чтобы закатывать тяжелое оборудование в кузов автомобиля. Ну и самое главное, это у нас есть пандус. Про пандус расскажи, какой он высоты и что это за механизм, похожий на пневмоподвеску. Пандус у нас высотой 1,20 м. Изготавливали мы его исходя из высоты большегрузных автомобилей типа фур, контейнеров, чтобы иметь ровную поверхность при разгрузке, погрузке оборудования. Поставили на него по типу пневмоподвески для того, чтобы регулировать высоту подъема. Если, допустим, машина низкая, мы его опускаем. Вот. И если машина высокая, мы его, наоборот, поднимаем. При погрузке-разгрузке оборудования, пожалуйста, обращайте внимание на технику безопасности, так как термопласт-автоматы – это тяжелое оборудование, и кранбалки, и МТМы, и все остальное требует компетентного подхода и соблюдения техники безопасности. И периодического обновления. Допустим, на чалках может возникать подобная рваная часть. И Такие чалки уже нельзя. не рекомендовано использовать. В таком виде приходят станки, когда они приходят по ЖД, правильно? Да. По морю также, да, упаковываются? Просто вот эти деревянные бруски меньше по морю, да? Да, поменьше деревянных брусков. А стяжки тоже, да, используются по морю? При доставке морским транспортом стяжек нету. А, это по железке, да, докрепляют? Да. Первым делом снимаем бруски для того, чтобы подогнать автомобиль к пандусу, и он ложился на борт. Дальше мы подгоняем контейнер к пандусу, кладем на него пандус и занимаемся разгрузкой станков. И все, таким образом мы имеем ровную поверхность для выемки оборудования.
Сейчас будем что делать? Натягивать? Вытягивать? Вытягивать, да. Китайские станки мучалим за колонны, да? Да. А немецкие? Там были специальные крепежи, да, у них сверху? Крепежи, да. Оставшиеся термопласт-автоматы из контейнера выгружаем так же, как первые два. Не будем их показывать, ничего нового здесь не увидите. Сейчас мы покажем, как разгружаем второй контейнер, в котором станки закреплены иначе. Не как обычно китайские станки стоят в контейнере. Кроме того, эти термопласт-автоматы, они тяжелые, весом более 8 тонн. Мы их не можем поднять полностью кранбалкой и будем тащить по земле и оставим на пандусе. Сейчас мы покажем, как мы это делаем. Сейчас что делаем? Сейчас пытаемся приподнять поддон, чтобы подставить под него ролики. А после этого что будем делать? После этого будем пытаться его вытянуть. За эти проушины будем станок тащить, да? Да.
Какой дальше план работы, Володь? Надо будет его сманеврировать, поставить как можно ближе туда, к тому станку. Ага. А второй станок? А второй Вот в этот станок, угол. да, сюда будет. Владимир, прокомментируй, что мы делаем сейчас. Наматываем трос на левую часть лебедки, дабы уравнять движение станка в контейнере. Чтобы Он трос наматывался да. в другую сторону. Чтобы он прижиматься начал к левому борту. Это был канал «Пластмассовый енот». И сегодня мы показали, как мы выгружаем термопласт-автоматы из морского контейнера. Поддержите нас лайками, подписками, а также пишите комментарии к нашему каналу. Спасибо.